Компания Porsche сегодня производит 6 моделей автомобилей, доступных во множестве комплектаций. И легендарная 911 безусловно является наиболее знаменитой из них. Она же является и самой дорогой, с ценой от 128 тысяч евро за базовую Carrera и 292 тысячи евро за топовую почти гоночную 911 ST, способную разгоняться до сотни километров в час за 3,7 секунды благодаря 525-сильному двигателю. Однако начиналось все это с куда более медленных, простых и дешевых машин. Точнее, с одной машины, 356-й. Именно ей и посвящен нынешний выпуск «Автотрендов». Для начала, как обычно, немного истории. Фердинанд Порше родился в 1875 году в Мафферсдорфе. Сегодня это Чехия, а тогда это была Австро-Венгрия. Фердинанд не получал какого-то серьезного технического образования, что не помешало ему стать блестящим инженером и поработать в нескольких серьезных автостроительных фирмах, последней из которых стала компания Daimler-Benz. Для нее Porsche создал несколько моделей авто, включая знаменитейший Mercedes SSK. А свою собственную фирму уже далеко не молодой Porsche открыл в 1931 году в Цуффенхаузене, что на севере Штутгарта, и начал оказывать консультационные услуги по проектированию дорожных и гоночных машин. В какой-то момент Porsche, который не был евреем, привлек к себе внимание Адольфа Гитлера, нового рейхсканцлера Германии, впоследствии превратившегося в фюрера. Гитлер в своей страстной риторике обещал сделать Германию самой высокотехнологичной и высокоразвитой страной на свете, и под эту марку он привлек Porsche к созданию самого массового автомобиля в истории, известного сегодня как Volkswagen Жук. Лишь спустя несколько лет миру стало понятно, что за всеми этими как бы благородными намерениями фюрера скрывались коварные планы по созданию самой мощной и высокотехнологичной армии со всеми вытекающими последствиями. Но в первой половине 30-х в Германии действительно начала строиться сеть высокоскоростных магистралей, сегодня известных как автобаны. А ездить по ним, по идее, должны были сотни тысяч копий народного автомобиля, созданного Фердинандом Порше. Гитлер назвал эту новую машину КДФ-ваген, сокращенно от фразы «Kraft durch Freude», то есть «сила через радость». Так называлось нечто вроде государственной туристической фирмы, занимавшейся организацией досуга населения в соответствии с идеологическими установками национал-социализма. КДФ-ваген, созданный Porsche, достаточно сильно напоминал чешскую модель Tatra T97, спроектированную Хансом Ледвинкой. Татра оказалась совсем недовольна таким сходством и в 1938 году подала в суд на Porsche и новообразованное предприятие Volkswagen. Однако довести дело до финала по понятным причинам Татра не смогла. И лишь в 1965 году чехам удалось отсудить у немцев 1 миллион дойчмарок по делу почти 30-летней давности. Как бы то ни было, но массовое производство гражданских Volkswagen'ов, спроектированных Porsche, началось лишь после окончания Второй мировой войны. А вот до ее начала был налажен выпуск полноприводной модели Kubelwagen для нужд вермахта. Не вдаваясь в подробности, можно сказать, что Фердинанд Порше сотрудничал с Гитлером достаточно плотно. И это послужило причиной того, что его фабрика в Цуффенхаузене начала подвергаться атакам союзнических бомбардировщиков. И в начале 1944 года вся фирма, или скорее то, что от нее осталось, была вынуждена перебраться в куда более удаленный от Штутгарта и поэтому куда менее опасный австрийский городок Гмюнд. Вот в этот деревянный сарай, к которому вскоре добавились и другие здания, также деревянные. Главная мастерская компании в Гмюнде стоит до сих пор и является частью частного музея Porsche, расположенного примерно в 2 километрах от нее. По словам родственников, Фердинанд Порше был аполитичен, не состоял в национал-социалистической партии и крайне негативно относился к нацистской идеологии. Но отвечать за сотрудничество с режимом ему все же пришлось. Союзники арестовали Порше в конце войны, но затем освободили, после того, как Альберт Шпеер, личный архитектор Гитлера, подтвердил, что Порше не был нацистом. Тем не менее, в декабре 1945-го Фердинанд Порше вместе с сыном снова был арестован, на этот раз французскими властями. Порше-младшего отпустили через полгода, но Порше-старшему пришлось провести в тюрьме 20 месяцев, прежде чем ему удалось выйти под залог. Фердинанда Порше судили заочно, но в конце концов оправдали в 1948 году.
В течение того времени, пока отец пребывал в заключении, судьба компании находилась в руках его сына, Фердинанда Антона Эрнста Порше по прозвищу Ферри. Именно благодаря ему и появился на свет самый первый серийный автомобиль марки Porsche. Как бы удивительно это ни казалось, учитывая послевоенное положение дел в Европе в целом и в Германии в частности, но Ферри Порше для возрождения компании почему-то решил сделать ставку на спортивный автомобиль. Volkswagen в конце 1945 года уже приступил к массовому производству новейших «Жуков», обозначавшихся как тип 11. Именно эту модель Ферри решил положить в основу проекта под кодовым обозначением 356. В этом числе не было никакого скрытого смысла. Просто начиная с 1931 года каждому новому проекту компании Porsche присваивался последовательный цифровой индекс. И к 1948 году число таких проектов достигло 356. Самый первый прототип Porsche 356/1 был родстером, алюминиевые кузовные панели которого штамповались вручную с помощью деревянных форм. В движение машина приводилась четырехцилиндровым двигателем от «Жука» мощностью 35 лошадиных сил. Он был расположен над задней осью с небольшим смещением к центру. Машина весила всего 585 кг и могла разгоняться до скорости в 135 км в час. Она имела заводской номер 356001, и в 1948 году ей был выдан разрешительный документ и регистрационный номер К45286. Вскоре появился и второй прототип 356/2, на этот раз в кузове Fastback купе. Дизайн обеих моделей был разработан австрийцем Эрвином Коменда, работавшим на Porsche с момента основания компании. Серийное производство 356-х стартовало в 1949 году в Гмюнде. Однако фабрика была слишком мала и за год сумела построить лишь около 50 экземпляров. По-настоящему массовое производство стартовало лишь в 1950 году на мощностях штутгартской компании Karosseriewerk Reuter, которая стала первой из нескольких официальных фирм, производивших кузова для Porsche. При этом кузова 356-х из Штутгарта были уже не алюминиевыми, а стальными, из-за чего они были значительно тяжелее первых австрийских экземпляров. Используя достаточно много компонентов от Volkswagen, таких как двигатель, трансмиссия, тормоза и подвеска, Porsche 356 не был просто перелицованным «Жуком». Двигатели и трансмиссии были достаточно сильно модифицированы. В подвеске использовались запатентованные Porsche поперечные торсионы. Тормозная система также подверглась доработке. Фердинанд Порше-старший ушел из жизни в январе 1951 года в возрасте 75 лет. Он не успел дождаться момента, когда детище его сына начнет превращаться из переделанного Volkswagen в настоящий Porsche. Ведь этот процесс был запущен только в 1952 году, когда 356-я начала отдаляться от «Жуков» все сильнее и сильнее. Значительным доработкам подвергся кузов. На нем в том числе появилось цельное лобовое стекло. В силовую линейку были введены новые двигатели объемом в 1,3 и 1,5 литра и мощностью в 50 и 64 силы соответственно. Также появилась версия 356 Super, чей 1,5-литровый двигатель развивал уже 82 лошадиных силы и 107 ньютон-метров момента. С ним купе длиной в 4 метра и массой немногим больше 900 кг могло разгоняться до сотни километров в час за 14 секунд и имело максимальную скорость в 175 км в час. В отличие от «Жука», с которого все началось, Porsche 356 не был дешевым автомобилем. Базовое купе стоило около 10 тысяч дойчмарок, что в пересчете на современные доллары составляет что-то около 50 тысяч. В начале 50-х в США за такие деньги можно было купить большой и толстый Кадиллак. Поэтому и продажи 356-х никак нельзя было назвать слишком выдающимися. Компания продавала примерно по 1500 экземпляров в год в начале 50-х, и лишь в конце десятилетия реализация превысила 5000 экземпляров. И тем не менее, являясь более дорогой, чем аналоги от британских Triumph и MG, 356-я сумела закрепить за собой статус нишевого экзотического спорткара, тиража которого хватало для поддержания бизнеса Porsche на плаву.
Примечательно, что более-менее такой же по цене британский Jaguar XK120, о котором уже было видео на нашем канале, хоть и выглядел более солидно, чем 356-я, и был значительно быстрее нее, но он проигрывал немецкой машинке и в части управляемости, и по качеству сборки. Имея заднемоторную компоновку и низкий центр тяжести, Porsche 356 была удивительно проворной, но при этом требовала весьма уважительного к себе отношения во время скоростного прохождения поворотов. Как раз из-за того, что двигатель располагался сзади. Особенно важно было контролировать поведение машины на мокром асфальте, когда вероятность ухода в занос серьезно повышалась. Постепенному росту продаж модели определенно поспособствовали ее успехи в различных автосоревнованиях. Еще в начале 50-х французский гонщик Огюст Вейе за рулем 356-й дважды выиграл 24 часа Ле-Мана в своем классе, а различные частные команды весьма успешно использовали модель в самых разнообразных соревнованиях от ралли до хилл-клаймба на протяжении всех 50-х и доброй половины 60-х. К 1964 году продажи 356-х достигли своего пика с тиражом в 14 151 единицу, а в 65-м производство модели было прекращено. К этому времени стандартная 356-я оснащалась 1,6-литровым двигателем мощностью 88 лошадиных сил, а на топовой модификации 356 CS Carrera устанавливался 2-литровый мотор, развивавший все 145 лошадей и 178 ньютон-метров. Почти не меняясь, с 1950 года Porsche 356 разошлась общим тиражом в 78 тысяч единиц, что, согласитесь, не так уж и плохо для дорогого автомобиля, который базировался на дешевом «Жуке» и собирался почти вручную. Можно сказать, что 356-я ушла на вершине своей славы, не дожидаясь, когда продажи обвалятся до того уровня, когда она только появилась на свет. Но для ее ухода имелась веская причина. В 1964-м дебютировала новейшая 911-я, со временем превратившаяся в настоящую легенду. Однако слава классических 911-х ни в коей мере не затмевает поистине культовый статус 356-х. Согласно сайту classic.com, средняя аукционная цена этих машин за последние 5 лет составляет $176 тысяч. Но случаи, когда она исчисляется несколькими сотнями тысяч, совсем не редки. Так, в 2019 году модель 57 года была продана за $1 380 000, а в 2022 Carrera 58 года ушла с молотка за $1 325 000. Ну а самая дорогая 356-я была продана в 2015-м. На ней ездила Дженнис Джоплин, и ее цена на аукционе RM Sotheby's достигла $1 760 000. В завершении выпуска хотелось бы вернуться к самому первому прототипу с заводским номером 356001. Он продавался и перепродавался множество раз, до 1978 года, когда немецкий гонщик и журналист Ричард фон Франкенберг наконец выкупил его для передачи в музей Porsche. В течение 80-х и 90-х годов этот экземпляр путешествовал по выставкам по всему миру, постоянно получая повреждения во время транспортировки и хранения на открытом воздухе. И в конце концов он просто разрушился, исчез и растворился в истории. Но в 2018 году музей Porsche создал реплику, максимально приближенную к оригиналу. Она стала бесценным артефактом для компании-производителя. По крайней мере, Porsche утверждает именно так.